Всем привет, меня зовут Дария, а я расскажу вам сегодня про Таиланд. Я нахожусь сейчас на карантине, приехала несколько дней назад в страну, собственно, об этом пойдет речь. Полет прошел замечательно, это был Аэрофлот, у них хорошие самолеты, было очень мало людей. Я наконец-то выспалась первый раз в жизни в самолете, потому что можно было лечь. Было очень много пунктов проверки, у меня было очень много бумажечек. Так, значит, короткий отчет, миллионы бумажек. Все хорошо пока что. Не пугали, что в Тае есть всякие истории со взятками, что могут, докапываться. Сейчас мы это проверим. Надеюсь, что все будет хорошо. Но не было никаких прикапываний, никто не пытался поймать на каком-то подвохе. То есть все было дружелюбно, классно. В общем, когда ты выходишь уже из аэропорта на выход, тебя встречает сотрудник отеля, у которого ты забронировал номер, и передает тебя таксисту. В моем случае это было отдельное такси с отдельным таксистом, все максимально в униформе, в защитных всех штуках. Сотрудники, которые непосредственно работают с принятием постояльцев, customer service, они очень-очень сильно одеты в защитную амуницию. Тайцы очень сильно боятся вируса, многие носят по 2 маски. Доходит на самом деле до абсурда, потому что пока мы ехали, я не видела ни одного человека без маски, в том числе и на мотоцикле. Вообще, зачем на улице носить маски, учитывая, что людей нет, город пустой, максимально пустой. То есть, если шутить про конец света, то мне кажется, это Бангкок, потому что очень мало кого я встретила, пока ехала. Окей, я пришла к отелю, вот так меня встретили. Вон там я помыла ноги в обеззараживающем чем-то. Теперь мне будут брать тестик. По поводу карантинного регламента в Таиланде, мне кажется, у них одни из самых жестких правил, потому что неважно, есть у тебя прививка или нет, ты обязан сидеть в карантин. Исключением является Самуи и Пхукет. Если человек привит прививкой, одобренной ВОЗ, их, по-моему, там 5 штук, то он может не находиться на карантине, но там тоже есть ограничения по передвижению. До 7 дней ты должен находиться на острове. Правила постоянно меняются, поэтому завтра может выйти что-то новое. Вот, все всегда чекайте, проверяйте. Что нужно соблюдать? Соблюдать в Таиланде нужно все правила, потому что тайская тюрьма – место такое себе. Вот, и по поводу отеля, сами ли мы выбираем? Мы выбираем сами отели, но из списка одобренного государством. То есть отель должен пройти сертификацию безопасности. Отсюда не выйду 2 недели из этого номера. Окей, на карт. Поэтому смотрим сейчас. Маленький рум-тум карантинного номера, пока я его не разбомбила. Ванна мне очень нравится, потому что вот так. Не понимаю прикол от этих 2 кроватей вечных. Да ладно. И меня сначала заселили в номер, где окно просто в здание в другое. Я говорю, я не могу, это очень плохо для моего психологического состояния. Пожалуйста, поменяйте мне номер. И вот. Видочек, это лучше, конечно же. Какие условия в отеле? Опять же, исходя из того, какой вы отель выберете, условия будут разные. По поводу сервиса, 3-разовое питание, ты можешь выбрать вегетарианское меню или обычное. Ты можешь выбирать из дневного рациона, что ты хочешь, там курица, свинина и так далее. Что мне больше всего понравилось, можно убрать все жареное, и тебе будут приносить вареные яйца, например, вместо яичницы жареные, которые тайцы очень любят все жарить. То есть, в плане питания вообще вопросов нет. Какие развлечения, какой интертеймент предоставляет отель? Ковидные тесты 3 раза за срок, вот, потому что ты можешь погулять 10 минут на крыше. А так, ковидные тесты, интернет и все. И все. И очень хороший сервис в плане того, что бы ты ни попросил, ты
ты звонишь, и очень быстро все исполняется, все делается. Hello. Чем заниматься 2 недели в отеле? Понятно, что у каждого свои рецепты. Я взяла то, до чего не доходили руки. Книги, какие-то курсы. Скоро начнется курс по копирайтингу онлайн. Вот. Мне кажется, что карантин самое подходящее время для того, чтобы опуститься вот с головой в какие-то такие рутинные делишки. И еще что? Это возвращаться к интертейменту от отеля. Здесь подключен хороший телевизор, можно настраивать Apple TV. И здесь есть Netflix на английском. Поэтому прокрастинация в данном случае получается полезная. Я просто смотрю фильмы на английском и учу язык. Про отель еще как все происходит. У меня стоит стол за дверью, там оставляют еду. Я туда возвращаю контейнеры. Вот как выглядит доставка еды. Номера. Из коммуникации с живыми людьми это когда ты заказываешь что-то, будь там кофе свежесваренный или какие-то другие вещи, тебе приносят, и вот ты открываешь дверь, протягивают тебе что-то, и все в пакетиках, все запакованное. Сейчас покажу. Вот так мне вернули мою карту, и мне в пакете сегодня приносили какие-то штучечки, сухое молоко я заказываю. Но на самом деле многие сотрудники, вот я сказала про повальный страх тайцев к вирусу, но многие сотрудники абсолютно не переживают, не просят даже тебя надеть маску. Ко мне приходил мужчина, настраивал мне телевизор, и он вообще не переживал. Вот, так что адекватные люди все-таки тоже есть.